Привет, друзья! С вами снова Татьяна Гордеева. И я отправилась в одиночный поход с определенной целью. Сегодня очень ветреный день, и дорогу до места своей стоянки я не снимала. Сильный ветер будил в моей душе беспокойство, и это мне не нравилось. Я наблюдала разбушевавшейся водой реки и думала о том, что мне совершенно не хочется заниматься съемками видео. За полосой леса поднимались столбы дыма, очередной пожар. И вид дыма, растянутого ветром над лесом в мрачную полосу, лишь добавлял сумеречных ноток в мое настроение. Однако у меня была цель. Я пришла сюда с тем, чтобы снять на видео енотовидную собаку, а потому я прежде всего устанавливаю фотоловушку. Все по плану. Затем иду купаться. Сейчас сентябрь, и вода уже прохладная, но ее прохладу я осознаю лишь краем сознания. Да, вроде бы холодная вода, но мне именно холод сейчас и нужен. А вот сегодня ни разу не тепло. Холодная вода. Ну да ладно. Осень все-таки. Хорошо. Искупавшись, я погружаюсь в созерцание природы. И как ни странно, ветер, волны, все это беспокойство природы меня, в конце концов, умиротворяют. Я успокаиваюсь, и мне становится хорошо. Пора подумать об обустройстве лагеря. И сегодня я решила переночевать в укрытии из тента.
Ох, балую я себя сегодня, прям балую. Люблю маффины. Вкусные. Шоколадный маффин. Вот так я обустроила домик на сегодня, на сегодняшнюю ночь. Единственное, не хватает какого-то ткани какой-то, ну там хотя бы дна с палатки, чтобы вот не на этой пыляке. Ну я тут расстелила. Это у меня подушка из одежды, чехлы, рюкзак, ну чтобы спальник не валялся. И буду спать, возможно, головой сюда. Правилом бы сюда хорошо головой бы. К прохладе, а ноги в тепле. Кстати, внутри намного теплее. Уже сейчас залезу. Опа, опа. Вот в домике. И тут теплее. Ну, пока тепло, и комаров пока нет. Но если будут комары, у меня сеточка есть и репеллент. Так что буду спасаться. Так немного ветер затихает, надеюсь, меня будет слышно. А то, признаться, сегодня настолько сильный ветер, что я себя не слышала, свои мысли. И он целый день, я молчала. И вначале из-за этого ветра у меня какая-то, знаете, тревога была. Вот этот ветер, он дует, дует, эти волны по реке гонят, все деревья шевелятся. И в каждом вот этом за шумом непонятно, есть какие-то посторонние звуки или нет. Не люблю, когда не слышно окружение. А ветер все глушит. И вот такое какое-то неспокойствие. Ну, потом я сидела, долго смотрела на реку. И в конце концов, наоборот, успокоилась. И даже ветер, шум этот весь как-то благоприятно на меня уже воздействовали. Такой фон был успокаивающий. То есть началось с того, что мне было неспокойно, а в процессе мне стало очень даже спокойно. Вот сейчас вообще классно, затих ветер. Вот, и кто смотрел предыдущий фильм о походе в это же место, почему я опять сюда пришла, собственно говоря? Да потому что в прошлый раз меня здесь посетила енотовидная собака. Пришла в гости. Вот, и я, окрыленная тем, что тут такое животное обитает, решила прийти сюда с фотоловушкой. В прошлый раз не только енотовидная собака была, а еще зимородок, голуби, цапли, в общем, много кого было. Но я не взяла камеру зумом, у меня не было фотоловушки, и никого я не сняла в итоге. А сегодня я во всеоружии, фотоловушка, камера с зумом, все у меня есть. Но сегодня сильнейший ветер, а может вообще животные чувствуют, когда человек с камерами, и тогда они позируют бесстрашно. А сегодня вот я все оружие и никого, ни зимородка, ни енотовидной собаки. Цапли пролетают быстро, никто не позирует. То тут голуби были, ну дикие горлицы или как их там называют, на ветке вот это, что дерево в воде, вот на нем там вообще резвились. То есть было столько классных моментов, а сегодня ничего, просто ветер и все. То есть никаких вот этих нюансов, никаких вот этих событий, ничего. Но однако еще ночь впереди, утро, кто его знает, может что-то все-таки и будет интересное. А может ничего не будет, тут не угадаешь.
И я люблю разные все-таки варианты укрытий. Конечно, легче всего прийти просто с палаткой и вообще не париться. Но вот мне сегодня захотелось с тентом, но пора комаров еще не завершилась, так что, возможно, будут комары. Вот. Ну ничего, у меня есть сеточка и репеллент. Буду как-то это решать. И вот по поводу вот этого разнообразия хочу вам рассказать историю, которая произошла с нами, со мной с Жекой, лет 20-25 назад. То есть это очень давно было. И тогда мы были вообще, конечно, экстремалы страшные. И отправились мы на рыбалку. Вообще без снаряжения, без каких-то там тентов. Да, у нас тогда и не было ничего, ни палаток, ни тентов, ничего. И вот мы отправились на рыбалку с ночевкой. Ни покрывал, ни карематов, тогда вообще не было ничего такого, ни спальников. Мы взяли 2 куска пленки на всякий случай от дождя, и все. Вот такое у нас было снаряжение. Ну и там что-то рыбачили, потом ночь. Земля холодная, мы снизу пленку подстелили. Ну, сами понимаете, пленка от холода, вот снизу она вообще никак не защищает. Сверху, да, купол делаешь, защищает от холода, но от земли пленка вообще никак не защищает. И вот в эту пленку мы кутались, и какое-то место было, там было очень много рыжих муравьев. И эта ночь была бессонная, были комары, были рыжие муравьи. Рыжие муравьи грызли очень болюче. Кого грызли рыжие муравьи, знают, насколько они болюче грызут. Комары, в общем, ночь была бессонная, и к утру мы уже были такие уставшие, измученные. И я поняла, что все-таки какое-то минимальное снаряжение, какое-то удобство минимальное должно быть создано в походе. Вот, ночь мы как-то эту пережили, кутаясь в эту пленку, мерзли, изгрызанные все такие, поехали домой. Мы тогда на великах ездили. В общем, поехали домой, а домой путь лежал по проселочным дорогам, через поля спаханные, ну и проселок вдоль этих полей, такой не укатанный, а такой рыхленький. Вот, едем, и прошел ливень. Ну, это было лето вроде, как бы тепло. Прошел сильнейший ливень. Мало того, что мы намокли, а ночь тоже была такая, не жаркая была, мы мерзли и все такое, уставшие, замерзшие, а там ехать было на великах часа 2-3, очень долго, куда-то мы очень далеко забирались. И вот это поле, ливень прошел, землю вот эту, проселочная дорога какая-то такая, видать, свеженькая была, и вся эта земля разбухла, и мы с этими великами и пытаемся на великах, а оно облепляет моментально колесо, и никак. Мы волоком тянем, чистим, а оно бесполезно. 2 прокрута, колесо опять облеплено. И мы тянули эти велики, толкали. Ну, в общем-то, колеса вообще никак не прокручивались, просто вот так тянули велики. Это после бессонной ночи, напоминаю. И вот кое-как мы добрались домой, искусанные, измученные, замерзшие, уставшие, вообще никакие. И все бы хорошо. Но мой организм на такое испытание среагировал очень интересным образом. У меня, видать, застудилась челюсть. И потом у меня дней 5 не открывался рот. Настолько я застудила челюсть. Все, рот не открывался. Я не могла разговаривать. Я не могла есть. Я так, вот так. Это, знаете, такой анекдот. Говорят, что женщины там болтливые, для многих мужчин, как молчаливая женщина, это прям находка. Вот в то время я была молчаливой женщиной, я 5 дней ничего не могла сказать, я только мычала. Вот. И вообще состояние было уставшее, и Жека за мной ухаживал, готовил мне пюрешечку, салат перекручивал, и я это втягивала как бы вот. То есть не могла жевать, не могла кусать, и только вот через трубочку как-то так вливать, втягивать в себя вот более такую жидкую пищу. И все ела только жидкое, там пюрешечка жидкая, супчик, салатик перетертый. Вот. И с одной стороны это было как бы не очень по ощущениям, а с другой стороны прикольно, и мы, конечно, с меня постоянно прикалывались, ржали с того, что я не могу разговаривать, вообще не могу открыть рот. Вот такая история, как вот мы ездили на рыбалку без всего, как мы вот так встряли, и что потом было. Такой опыт. И потом у меня еще опыт был, когда я сильно мерзла в походе. И вот мне хватило 2 таких опытов,
И я не хочу больше мерзнуть, поэтому вот сегодня у меня зимний спальничек. Хотя тепло на улице, но под утром может быть холодно. У меня запасная одежда. На всякий случай, пускай будет. Не так уж трудно это все принести. Хотя, я говорю, можно и без ничего. Но не тот уровень комфорта. Тут уж каждый делает сам выбор. Тащить снаряжение или и так пойдет. Я и так пробовала. Все, наверное, буду валяться, смотреть. Все-таки голову сюда лягу, смотреть на небо, на лес. Все-таки, хотя это и не очень удобно, головой буду туда. Так-то, конечно, здесь, но мне хотелось бы, чтобы я все время смотрела вперед на лес. Комары, конечно, появились все-таки. Ну, обработалась репеллентом, а там посмотрим. Как говорится, отчет будет либо ночью, либо завтра утром. Пока укладываюсь. Ну что, хорошо тут. Очень даже. Вот стемнело. Так вот все выглядит. Я лежу, смотрю туда в сумрак, слушаю звуки, сверчки, ветер, в воде кто-то булькает время от времени. И я понимаю, мне постоянно пишут: Таня, как тебе не страшно, Таня, как тебе не страшно. Но мне не страшно, мне спокойно и хорошо. Вот эти звуки умиротворяющие. Сверчки, ветер. Вдали где-то собаки гавкают. То ворона каркала. Ну, а в целом звуки довольно-таки умиротворяющие. Вид такой из моего укрытия. Потом, если не поленюсь, сниму его и снаружи. Люблю ночную съемку проводить. А еще один момент. Часто говорят: да она там не ночует. Типа сделала вид вечером, что там легла спать, а потом куда-нибудь там в машину, домой. Ну, в общем, придумывают там разные вариации, где я ночую на самом деле. А потом дальше, типа, утром продолжаю снимать. Ну, в общем, фантазеры, люди, конечно, фантазируют со страшной силой. Видите, как тут на самом деле прикольно. Хорошо мне. Доброе утро. Ой, как мне спалось. Для начала мне спалось очень жарко. Перегрубила я, конечно, зимним спальником, но предыдущие 2 ночи были такие холодные, ну, дома. Я такая думаю, ну в лес иду, надо взять теплый. В итоге пришлось раздеться.
и все равно спала в раскрытом спальне. Ну, иногда так периодически застегивалась, потом все равно расстегивала спальню. Вот. И не знаю, что у меня там на голове. Кстати, расческу забыла, так что буду косматая. И насчет животного. Первый раз животное пришло вечером, как только стемнело. С этой стороны пошелестело и ушло. А потом, наверное, во второй половине ночи, там, наверное, в 3 ночи, и вот оно пришло и уже ходило тут, выражало недовольство, что-то фыркало, рычало, какие-то звуки издавало. Я пыталась эти звуки записать, но они были не громкие, не знаю, уловила камера или нет. Вот, и больше с этой стороны ходила. Вот, фотоловушка с той стороны. Посмотрим, поймалась, не поймалась. Очень будет жаль, если не поймалась ни одного кадра. Надеюсь, хоть что-то. Но сейчас вот проснусь, приду в себя и пойду проверять фотоловушку. И поэтому я не спала, потому что оно бродило часа 2. Ну так, то побродит, то затихнет, то опять там что-то фыркать, рычать. Там что-то такие звуки интересные издавало, причем разные. Вот. И я все пыталась записать, слушала эти звуки и, соответственно, не спала. Потом под утро все-таки заснула опять. Ну, в целом спала неплохо. В целом неплохо. Вот. Встаем и начинаем день. Главное, штаны сняла. Нет, ну носки, конечно, оставила, потому что ноги у меня всегда мерзнут. Хорошее укрытие. Мне очень понравилось. Очень быстро устанавливается. Очень быстро устанавливается такое укрытие. И насчет комаров, опять же, вот это я один раз репеллентом обработалась. И на том и все. И никто меня не тревожит. В общем, классно, классно, классно. Все, пойду сейчас одеваюсь и иду фотоловушечку проверять. Еда, кстати, съедена. Ничего нету. Ну, посмотрим, сняла ли что-то фотоловушка. Специально поставила не так, чтобы прям у самого лагеря, немножко на расстоянии, чтобы животное себя спокойно ощущало. Кстати, в лагере после моего прошлого раза людей не было, но были коровы. Такие свежие кучки. Проверяем. 169 кадров. 169. Обалдеть. Так. Сейчас мы их по-быстрому прям смотреть не буду, но пролистаю. Кто там вообще? Ага. Кто-то... Так, ну это, мне кажется, не енот, а вообще обычный кот. Так, это что? Непонятно. Тоже непонятно. Проверим. Птица. Угу. Так, что дальше? О, а вот это? Так. Да, а это енотовидная собака. Супер, 169 кадров. Обалдеть. Смотрим дальше. Да, ходит. Красавица. Только какие-то короткие кадры, я не пойму, что за дела. Буквально только начинается, тут же и заканчивается. Ну да, по 4 секунды, а я не пойму, в чем дело. По 2, по 4. Лиса приходила. Ну кадры короткие, почему такие короткие? Лиса приходила. Супер. Да, настройки сбились, видать. А я и не знала. В общем, больше фотки, чем кадры. Так, лиса. Угу.
Так-то у меня стояло 20 секунд, чтобы снимала. Не пойму, в чем проблема. Видать, в какой-то момент сбилась, и я и не заметила. Да, все короткие, жаль. Ну, как фото получается, скорее. Больше лиса ходила. Угу. Так, лиса. А это кто? Ага, енотовидная собака. Ну, поймала, по-любому поймала. Животное есть. Я счастлива, я счастлива. В общем, посмотрела, длина видео установлена 30 секунд. Но фотоловушка почему-то снимала секунда, 2, 3, 4, 5, 7 максимально. Жаль. То есть животное только начинает двигаться, раз кадр заканчивается. Конечно, не так интересно, если бы вот 30 секунд, как оно там ходит, ест, это было бы лучше. Ну, что есть, то есть. Ладно. 30 секунд. Ну, ё-моё, почему так работало? Может, из-за того, что заряда мало, я батарейки забыла купить. Может, из-за этого. Ну, ладно, как есть. Ой, все. В любом случае, 169 кадров. Я счастлива. Все. Кстати, зверушка весьма упитанная. Ну, мне так показалось, дома, конечно, рассмотрю в более крупном размере. А так, и вот она звуки издает. Вот она там рычала что-то. Ну, не рычала, а скорее так... Ну, я не повторю, конечно, такой звук. Ну, то ли фыркала, то ли вот что-то такое. Ну, недовольная, в общем. Хотя еще недовольная, еды я принесла. Ну, в основном все енотовидная собака съела. Лисе вряд ли что досталось. Все, начинаю потихоньку собираться. Потом позавтракаю. У меня на завтрак столько вкусняшек еще осталось. Вообще вчера разошлась, себе вкусную жизнь устроила. Даже сирены слышно. Милицейские. На той стороне реки населенные пункты. Они и на этой стороне. Тут не спрячешься от населенных пунктов. Они тут везде. Как ни уходи, ты все равно будешь недалеко от населенного пункта. Реально, по карте даже так смотришь. Не, ну по степи можно куда-то в глушь степи уйти. Вполне так далеко.
Но в степи, это особенно выгоревший, как сейчас, это так себе удовольствие находиться, скажем прямо. Сразу так приободрилась. Хотя не выспалась, но это стоило того. Вот это стоило того. Я прям приободрилась. Все, сейчас приду домой и сразу начну контент, фоточки сперва в социальной сети. Я сейчас как делаю? Прихожу с похода нового, или приезжаю, сразу делаю фотки в социальной сети, какие-то посты там идут в первые там на Одноклассники в первую очередь, потом в Телеграм, ВКонтакте идет. В общем, везде начинаю фоточки выкладывать. Вот. А потом уже серьезные какие-то фильмы делаю. Они уже идут на Дзен, опять же на Одноклассники. Ой. На YouTube теперь уже, чему я очень рада, что YouTube снова веду. Ой. Ну все. Вы не представляете, насколько я счастлива. Я просто вот все-таки вот, да. Видите, какой у меня тут столик. Переносной, так сказать. Хоба, повернула к себе. Так поправила. Даже не отходя далеко. Опа, вот так вот. Дощечка, которую я ложу всегда одной стороной. Но все равно я ее вытру. Знаете, почему-то особо есть неохота. Я даже не знаю, может маффином обойтись. Или все-таки поесть хлебушка с сыром. И с помидорчиками, огурчиками. Что их домой-то нести. Вот понимаете, для счастья много не надо. Достаточно того, чтобы пришла в гости енотовидная собака. Она даже такая, ну как, я бы не назвала это животное милахой. Хотя все животные по-своему прекрасны. Вот даже хлеб если не буду есть. Потом еще там, ну не, там даже здесь можно оставить. Разбросаю. Просто много столько живности. Там лиса худая какая-то. Собака неплохая. Лиса какая-то худенькая. Ведь скоро зима. Она что-то жир не нагуляла. Чем они, бедняки, тут питаются, не знаю. Так, сыр. Потом расчешусь пятипальпами. Раз расческу забыла. Наверное, все-таки поплавать. Наверное, все-таки здесь уже не буду по дороге плавать. И домой, потому что домой добираться далеко. И как раз водичка мне потом на умывание. Но я что-то вообще вперед умывание есть. Ну что, потом умоюсь. Так, еще у меня маффин. Ладно, потом. Вот такой бутерброд с 4 кусочками сыра. 3 кусочка хлеба оставлю енотовидной собачке. Ну или кто найдет. Котейка еще был. Вот так, наравне с дикой живностью. Котейка живет. И не удивлюсь, если выживает не хуже дикой живности. Кстати, обожаю салат, шпинат, в общем, такую зелень всякую, достаточно со слабым вкусом. А вот я обожаю эту зелень есть в прикуску с чем-либо. Еще один маффин. Дома я такое не ем, конечно. Это так. Позволяю себе такую роскошь именно в поездках, в походах.
Конечно, хочется день провести сегодня плодотворно, но такие трофеи позволяют мне немножко расслабиться. Постараться по максимуму подплыть, потом выходить, а то тут такая муляка. Фух. Ой. Водичка такая, ух, батарчок. А на животе всегда полоска идет от штанов. Фух. Теперь бодрое утро. Хорошо. Осталось умыться, почистить зубки. Ну, почему не умываюсь в реке? Да вечно забываю очки снять. И, соответственно, ну, зубы так почищу, просто зубной щеткой. Не умываюсь в реке, потому что вечно забываю снимать очки. Привычка в очках все время быть. Могу и умыться в очках вот так вот. Ну, лицо надо освежить, особенно глаза. После ночи. Ой, хорошо как, а. Ой, просто блаженство. Воду не оставляю на обратный путь, потому что мне идти час. Это без проблем. Потом такси, потом магазины, потом автобус, потом пешком 40 минут. И я дома. О, хорошо. Последний это мусор. Сверху кладу, чтобы его можно было быстро достать и выбросить. Не оставляю от себя ни соринки, никогда. Могу забыть что-то полезное. Например, как я забыла ложку, еще что-то там забыла. Так могу, да. Ну все, такими я оставляю это место. Мусор я забрала. Бревнышки переместились. Какашки коровьи. Вот по ним сразу видно, кто тут гуляет. Человеческих следов не было. То есть после моего того прихода никого здесь не было. И все. Я косматая. Ну, хвостик сделала. Расчески-то нету. Все, пока место. Спасибо. Я такая счастливая. Конечно, сама лоханулась, не купила батарейки вовремя, не поменяла фотоловушки. Вот, кстати, надо будет зайти купить, а то следующее место для фотоловушки — это домик из камыша.
Поэтому батарейки нужно купить обязательно, не забыть. Ну и все. Сюда я шла, дорогу вообще не снимала. Да вообще настроения не было снимать. Ветер этот, у меня вообще настроения не было. Ну, во-первых, и дорога одна и та же. Че, я хожу по одному и тому же маршруту. Что тут снимать? 2 раза я этот маршрут уже снимала. Сейчас чисто с вами поболтаю, пока болтаю. Вот где-то в этом леске енотовидная собака была. Отсюда звуки подавала. Прикольная животинка все-таки. Карапучила. Ой. Ну, собственно говоря, да, наверное, все. Я в мокрой майке. Будет не жарко. Не зря я ее намочила. Поплавала, намочила майку. Вот. Ну и, наверное, на этом все. С вами была Татьяна Гордеева. До новых встреч, друзья. Такой был поход. Я довольна результатами. Вообще люблю, когда у меня есть трофеи, когда получается снять какое-то животное на видео. Я просто тогда счастлива. Все, пока. Это нельзя не снять. Смотрите, что с подошвой. Она вся в колючках. Дойду, надо будет чистить. Все попротыкала. Да, неожиданно.